Приветствую вас на моем канале. Это первое занятие по тригонометрии в курсе алгебры начала анализа. Надеюсь, что после изучения данных материалов при должном усердии вы разберетесь в одной из не совсем любимых тем по моему преподавательскому опыту в математике. Может, некоторым моим зрителям покажется, что можно рассказать быстрее и не так подробно. Но я ориентируюсь на всех и хочу донести данную тему так, чтобы как можно меньше было белых пятен в курсе тригонометрии. Сегодня мы не будем вводить какие-то незнакомые и непонятные слова, а начнем постепенно погружаться в мир тригонометрии. И начнем с таких понятий, как угол в окружности, что такое градус, какой угол мы будем называть положительным, а какой отрицательным, нулевой угол и сколько существует углов. Итак, давайте начнем. Построим в координатной плоскости окружность с центром в начале координат и произвольным радиусом ОА. Один конец радиуса совпадает с началом координат, а другой лежит на луче ОХ. Такой радиус мы назовем с вами начальный. Пускай этот радиус будет подвижный. Подвижный – это значит, мы можем его поворачивать. И поворачивать около точки О в любое положение. Мы можем его повернуть против часовой стрелки или по часовой стрелке. То есть мы можем поворачивать его около точки О в любое направление. И, соответственно, тогда будет меняться и угол. Угол между осью ОХ и нашим подвижным радиусом. Так как у нас окружность, соответственно, наш радиус может двигаться, еще раз повторю, по часовой стрелке и против часовой стрелки. Давайте повернем его против часовой стрелки, на угол 45 градусов. Он у нас с вами займет данное положение. Ну и тогда сразу давайте повернем его по часовой стрелке. Он у нас займет вот это положение, и угол будет тоже 45 градусов. Повторюсь еще раз. Мы смотрим на то, какой угол получается между положительным направлением и этим подвижным радиусом. То есть вот данный угол у нас 45 градусов, и здесь угол тоже 45 градусов. И так как мы начальный радиус можем двигать как по часовой стрелке, так и против, договорились, чтобы не было путаницы, угол поворота против часовой стрелки считать положительным, а угол поворота по часовой стрелке считать отрицательным. Давайте возьмем какой-нибудь угол. Ну, предположим, угол равный 60 градусам. Он у нас займет вот данное положение. А теперь повернем радиус еще на 180 градусов. Он станет вот в это положение. То есть конец радиуса станет симметричным относительно точки О. А какой у нас получился угол? 60 было, повернули на 180 и получили угол 240 градусов. Давайте еще раз повернем на 180 градусов. Мы вернулись в исходное положение. А если рассматривать пройденный путь подвижного радиуса, то вначале он повернулся на 60, затем на 180 и еще раз на 180 градусов. То есть мы получили в сумме 420 градусов. В данном случае говорят, что угол поворота начального радиуса равен 420 градусов.
Еще раз повторюсь. Двигаемся против часовой стрелки положительный угол, по часовой стрелке отрицательный угол. А если угол не совершил, радиус не совершил никакого поворота, то будем говорить, что образован нулевой угол, 0 градусов. Мы все помним из курса геометрии, что полный угол в окружности составляет 360 градусов. Так вот, если начальный радиус совершил поворот, равный 1/360 градуса, будем говорить, что образован угол, градусная мера которого равна 1 градусу. Значит, если начальный радиус совершил полный оборот против часовой стрелки, мы получаем угол в 360 градусов. А если начальный радиус совершил оборот полный по часовой стрелке, мы получили угол в минус 360 градусов. Ну и логично, что если мы совершим половину оборота, полного оборота против часовой стрелки, мы получаем угол в 180 градусов. Если мы делаем поворот, ну, например, в четверть по часовой стрелке, мы получаем угол минус 90 градусов. Давайте повернем начальный радиус на 135 градусов против часовой стрелки. Что такое 135 градусов? Давайте посмотрим. 135 градусов. Это 90 плюс 45. Значит, 90 градусов против часовой стрелки у нас данный угол. И еще поворачиваем на 45. Мы получили угол в 135 градусов. А если сделаем то же самое, но по часовой стрелке, получаем минус 90 градусов и еще минус 45. Данный угол получился в минус 135 градусов. А теперь рассмотрим другую ситуацию. Сделаем полный поворот. Получаем угол в 360 градусов. Еще полный поворот. Получаем угол в 720 градусов. А еще поворот. Получается угол в 1080 градусов. И так его можно поворачивать сколь угодно до бесконечности. 360, 360 и 360. Угол получается 1080 градусов. Часовая и минутные стрелки, кстати, крутятся без остановки. Представьте, сколько полных кругов они накрутили. Из курса алгебры, когда мы начинали изучать координатную плоскость, вы должны помнить, что координатные оси разбивают плоскость на 4 части. И эти части называются координатными четвертями, которые тоже обозначаются против часовой стрелки. У нас есть первая координатная четверть, вторая координатная четверть, третья и четвертая. Тогда при повороте начального радиуса всегда можно определить, в какой координатной четверти находится угол поворота. Например, если угол находится от 0 до 90 градусов, то это угол первой четверти. От 90 до 180 второй четверти. От 180 до 200
73 четверти. Ну и, соответственно, если мы дальше двигаемся, то есть мы продвинулись на первую четверть, на вторую, на третью и двигаемся дальше на четвертую, то наш угол в 0 градусов превращается в 360 градусов. И тогда от 270 до 360 это угол четвертой четверти. Если угол равен 0 градусам, 90, 180, 270, этот угол не относится ни к какой четверти. Давайте научимся определять, углом какой четверти является угол поворота. Например, угол в 1027 градусов. Ну, для этого вспомним деление с остатком. То есть сначала определим, сколько полных углов входит в данный угол. То есть разделим угол, который нам дан, на 360 градусов. Для чего? Для того, чтобы определить, какое количество полных углов помещается в исходном углу. Делим 1027 на 360. Ну, если хорошо считаем, то получается, что у нас помещается 2 полных оборота. 2 умножить на 360, это у нас получается 720. И остается еще 307 градусов. Так как угол 307 градусов – это угол в интервале между 270 и 360, у нас получается угол четвертой четверти. И мы можем его с вами приблизительно построить. Итак, у нас здесь угол 270 градусов. Если мы прибавим 30 градусов, это будет где-то треть нашей четверти окружности, да, четвертой части, значит, чуть-чуть выше 30 у нас получается угол 307 градусов. То есть получается, что угол в 1027 градусов превращается угол в 307 градусов после 2 полных оборотов. Итак, подведем итоги сегодняшнего занятия. Понятия, которые должны закрепиться, это окружность в координатной четверти. Что это такое? Угол поворота. Положительный угол. Вспоминаем, что это угол против часовой стрелки. Отрицательный угол – это угол по часовой стрелке. Начальный нулевой угол, он у нас совпадает по оси УХ, да, с начальным радиусом. Что такое градусная мера? Вспоминаем, это 1/360 полного оборота. Что такое полный оборот? Ну и вспоминаем, какие координатные четверти. Для закрепления данного материала не забудьте выполнить самостоятельно предложенные упражнения в описании к данному видео. Также не забудьте подписаться, чтобы не пропустить продолжение. Поставьте себе напоминание, делитесь с друзьями и знакомыми. Также буду благодарна за лайк. Удачи в ваших начинаниях в изучении тригонометрии, и она станет вашим другом. Благодарю за просмотр и до скорой встречи!